Америка вводит войска. Страну с самой крупной экономикой на континенте могут начать бомбить в любую минуту. Пентагону поручено проработать план начала боевых действий. Дни диктатора сочтены. Официальное заявление миротворца Трампа потрясли мир. Китай режет Россию по-живому. Пекин решил пройтись по самому больному месту Кремля. Об этом гремят все заголовки крупнейших СМИ. Важное изменение для украинцев в Германии. Их может ждать лишение статуса беженца. Все подробности. Народный депутат Украины внезапно предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное заключение. В чем он провинился? Беларусь пообещала отправить своих миротворцев в Украину. Все подробности и важные условия. Уничтожена военная элита РФ. Оккупанты получили жесткие удары, которых не ожидали. Об этих и других событиях утро вторника, 4 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Операция против диктатора. США возродили базу времен Холодной войны и уже стянули войска. Reuters пишет, что Штаты активно восстанавливают заброшенную военную базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, одной из крупнейших времен Холодной войны. По данным источников, цель – подготовка к длительным операциям, которые могут включать военные действия против Венесуэлы. В регион уже переброшено около 10 тысяч военных, 8 кораблей ВМС и атомная подлодка. Количество ракет «Томагавк» сопоставимо с кампаниями США на Ближнем Востоке. Сам Дональд Трамп в интервью CBS не исключил силового сценария, сказав, что дни Мадуро сочтены. Дни Мадуро сочтены? Да, можно сказать и так. Мы собираемся воевать с Венесуэлой? Не думаю, сомневаюсь. Воевать с Венесуэлой мы не собираемся. Но они обращались с нами плохо, и не только из-за наркотиков. В страну попали сотни тысяч людей, которых мы не хотели. Бывшие заключенные. Они даже выпустили пациентов психбольниц и спихнули их к нам. И все это потому, что Джо Байден худший президент в истории. Венесуэла расценивает американские удары по наркокораблям как предлог для операции по смене режима. ООН и правозащитники называют эти действия внесудебными казнями. Россия уже направила в Венесуэлу военный груз помощи на Ил-76. Атмосфера вокруг Каракаса все больше напоминает новую карибскую напряженность, когда весь мир был на грани. Главная цель США, по словам аналитиков, это свержение режима Мадуро, возвращение контроля над венесуэльской нефтью и напоминание всему миру о том, что США якобы по-прежнему диктуют правила в своем заднем дворе. Штаты тем временем готовятся к первому после нашумевшего заявления Трампа испытанию межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-3, которая способна нести ядерный заряд. Об этом сообщает Newsweek. О приказе президента США возобновить проверки американских ядерных систем мы рассказывали в предыдущем выпуске. Ну и новостей подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. США могут направить свои войска или нанести авиаудары по стране с крупнейшей экономикой на континенте в любую минуту, заявил миротворец Дональд Трамп журналистам. Речь о Нигерии. Я предполагаю многое. Они убивают рекордное количество христиан в Нигерии. Они убивают христиан и убивают их в очень больших количествах. Мы не позволим этому случиться. Дональд Трамп заявил, что не исключает отправку американских войск или авиаударов по Нигерии из-за массовых убийств христиан. Он уже присвоил стране статус, вызывающий особую озабоченность, и поручил Пентагону проработать варианты военных действий. Нигерия потрясена. В Абудже эти заявления назвали преувеличением и угрозой, однако в регионе растет тревога. Чад закрыл границу, а нигерийские политики говорят о зловещей угрозе войны. По данным правозащитников, за последние 15 лет в религиозных конфликтах там погибли более 180 тысяч человек. Официально Вашингтон говорит о защите христиан, но эксперты напоминают, Нигерия не только крупнейшая экономика Африки, но и один из главных поставщиков нефти и газа в мире. Украинские военно-морские силы нанесли удар по буровой платформе «Сиваш» в Черном море, где находилось элитное спецподразделение российских войск. Вместе с расчетом ПТРК уничтожены средства разведки и наблюдения. Российская пропаганда попыталась выдать поражение за победу, распространив фейковое видео с ланцетом, но на деле именно ВСУ метко применили дрон «Камикадзе». Почти одновременно ГУР провел ночную операцию в Крыму, уничтожив зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф», радиолокатор 92Н6Е и оборудование
оборудование автономного энергоснабжения. Также поражены станции АОРЛ-1АС и П-18 «Терек». Морской и воздушный фронты снова стали для России зонами поражения от Черного моря до берегов Крыма. Беларусь готова войти в Украину. Минск якобы может отправить миротворцев под флагом ООН, если кто-то там где-то там когда-то договорится. Будет сложно, как говорится, глаза боятся, а руки-то делают. Тут все, как говорится, зависит от не только нас одних. Начнем с этой стороны. То есть будет зависеть от того, как стороны между собой будут принимать решения. Короче говоря, все зависит от не только их одних, а так они, в принципе, готовы. Пекин режет Россию по-живому. Китайские НПЗ массово отказываются от закупок российской нефти. За последний месяц почти наполовину. Это крупнейшее сокращение за все время. Как сообщает Bloomberg, государственные гиганты вроде Sinopec и PetroChina, а также десятки частных предприятий и чайников свернули закупки после введения октябрьских санкций США против российских нефтяных компаний. Теперь остальные опасаются попасть под вторичные санкции. Стоимость нефти марки ESPO рухнула, а экспорт в Китае обвалился примерно на 400 тысяч баррелей в сутки. В целом поставки рухнули на 45%. Главный покупатель нефти Кремля разворачивается в сторону. Сигнал тревожный для всей экономики России. В предыдущем выпуске мы рассказывали, что мир отказывается от российской нефти. Подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить ничего из того, что происходит в мире. Действующий народный депутат Украины внезапно предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное заключение. Евгения Шевченко, известного встречами с Лукашенко и пророссийскими заявлениями, ждет суд. Следствие утверждает, что он системно распространял в соцсетях кремлевские нарративы, дискредитировал украинскую власть и международных партнеров, а также наживался на махинациях с белорусскими удобрениями. Він змусив підприємців укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 мільйонів гривень. Отримані кошти він витратив на купівлю 3 авто преміум-класу. По данным ГБР, нардеп не прекратил пророссийскую деятельность и после начала вторжения РФ, продвигая тезисы о крахе украинской государственности и необходимости переговоров с Москвой на любых условиях. Важные изменения могут ждать украинских беженцев, живущих в Германии. Их хотят лишить особого статуса в стране. Заявления уже вовсю звучат с экранов местных телеканалов, а делают их представители Христианско-демократического союза, одной из самых больших партий в стране. Когда кто-то приезжает в Германию, я ожидаю, что он будет работать. В Нидерландах и Польше доля работающих украинцев гораздо выше, чем в Германии. Поэтому они не должны получать соцвыплаты, а подпадать под общий закон о пособиях для соискателей убежища. В самом сердце Рима рухнула знаменитая башня Торре дей Конти, символ средневековой столицы Италии. Под завалами оказались люди, пострадали 4, спасатели разбирали обломки, а город накрыла тревога. Историческое сердце Италии трещит по швам. Представитель МИД РФ Мария Захарова не преминула возможностью воспользоваться инфоповодом. Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся, от экономики до башен. По словам Захаровой, Италия должна рухнуть от Украины, ведь общая поддержка страны уже достигла 2,5 миллиардов евро. Несмотря на это, министр обороны Гвидо Крозетто готовит новый 12-й пакет военной помощи, который может включать ракеты для систем ПВО САМ-Т. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, тоже хорошо проспавшись после выходных, решил обвинить Запад в хищении. А страну дружественных переговорщиков назвал пи***станом, заявив, что Украине с начала войны перевели уже 500 миллиона евро. И что? С одной стороны, безумно много, даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны, далее ККК, не путать с американским российским Ку-Клукс-клан, стырили с оборота, а украл новоявленный ККК безмерно. Но даже с учетом дикого воровства бандеровского режима все равно безобразно, закритично много. На эти деньги можно было бы построить новую нейтральную благополучную Украину, но не судьба. По словам политика-аналитика, чем дольше Запад будет продолжать вливать в Украину средства, тем больше будет размер территории, которая в итоге, цитата, «вернется в родную Россию».
Москве задержали главу организации по защите традиционных ценностей за торговлю детьми. Под арестом Ирина Рудницкая, руководительница Содружества семей и социально незащищенных слоев населения. Психолог, многодетная мать, опекунка 12 приемных детей и ярая пропагандистка традиционной семьи. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. Ранее Рудницкая хвасталась, что собрала всех сирот Рузы и даже проходила чеченскую кампанию добровольцем. Спасала ли она там детей, не уточнила. Следователи считают, что под прикрытием благотворительности действовала схема продаж детей. Вместе с ней задержаны подмосковные предприниматели и женщина, чей ребенок, по версии СК, был продан в другую семью. В РПЦ тем временем официально призвали судить женщин за аборты, приравняв их к серийным убийцам и маньякам. Епископ Петерим заявил, что женщины, сделавшие аборт, в здравом уме совершают преступления и должны отвечать перед судом. Да, власти запрещают, а народ-то идет все равно, и все равно совершается это убийство. И этот врач, который делает этот аборт, это же палач, который не просто по локоть руки в крови, он весь в крови. Он до самой макушки весь в крови погряз, этот палач. А эти женщины, это серийные убийцы. И они так именно будут и осуждены за тот грех, который они совершают. Священник пожаловался, что после официальных ограничений резко выросло число подпольных абортов и обвинил в этом самих женщин. Ранее свердловский депутат Единорос выступил с не менее гениальной идеей. Он заявил, что изнасилованные россиянки должны рожать для бездетных семей. Но этот ребенок может жить в другой семье, с которой, например, сегодня мы можем уже проводить работу, и они готовы в какой-то мере психологически ее поддержать. Да, будет с женщиной работать психолог, да, он объяснит ей, что жизнь должна быть. Если она зародилась, значит, это Господу было угодно. А в завершение привет из космоса. В НАСА зафиксировали маневр, который ломает привычные законы физики. Такого еще не было. Межзвездный объект 3I Atlas внезапно ускорился и изменил траекторию, приближаясь к Солнцу. Без видимых причин. В отчете ученых из лаборатории реактивного движения говорится о воздействии неизвестной силы. Астроном Ави Лёб не исключает, что это может быть искусственный объект. Возможно, зонд иной цивилизации. На обратной стороне Солнца тем временем вспыхнула мощная буря класса X. 19 декабря объект подойдет к Земле на 267 миллионов километров, тогда и станет ясно, что это — странный эффект солнечной активности или первый привет извне. А теперь вопрос: если бы вы встретили пришельцев, как бы вы в 2 словах объяснили им, что у нас здесь вообще творится на Земле? Очень ждем вашего мнения в комментариях. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.